Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Колесо фортуны. В чем вам повезет? Давайте сделаем такой расклад. И у нас две колоды в нашем видео. Колода Таро, Таро добра, которую прорисовала великолепная художник и таролог со стажем Колет Барон Рид. И подает она значение карт с позиции позитивной психологии. И маленькие рандомные карточки, которые пасьянсом называются, и множество значений. Вот что вам совпадет? Давайте узнаем. Я так думаю, по времени, по срокам, это будет, скорее всего, где-то неделя-две. Хотя я допускаю, может быть и подольше, у кого-то может быть пару дней, у кого-то вообще не может не совпасть, будем реалистами. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же подсказки для вас будут. Что вам будет помогать? Вот я хочу начать наш расклад именно с этого вопроса. Какие энергии будут преобладать в этот период? Ну, приблизительно в 2 недели. Для вас. Что нужно учесть? Вот это да. Дважды колесо фортуны. Но вообще-то перемены. Очень красивая карта. Как любое колесо, нужно быть готовым к тому, что где-то неожиданности могут быть. Возможно, это какие-то известия, свидетельства о чем-либо. Или вам придется где-то себя скорректировать, собственный план. И, возможно, куда-то поехать, отправиться для того, чтобы не упустить время. Вот такой момент тоже может быть. Но именно в этой колоде карт случайности, которые не случайны, или совпадение, это когда судьба находит выход. Или судьба очевидна. Всегда по колесу фортуны на нас влияют, вот как ваша обстановка, в которой вы находитесь. Местность, может быть, где вы проживаете. Или еще какие-то события извне, они вас заставляют с учетом уже этих событий продумывать ваши действия. Но все как будто во благо, мои дорогие. Давайте достанем еще одну карту. Что вам будет помогать? Двойка земли. Баланс, безусловно, вам будет помогать. Общение, дипломатия будет помогать. Когда вы рассматриваете новые варианты сотрудничества, возможно, новые варианты или бизнеса, или каких-то контактов, по этой карте может еще означать работа в команде или работа в радость. С другой стороны, говорят, совмести работу и отдых, режим, чтобы ты не был уставшим. Но карта, когда у нас, в принципе, все получается. Да, существует в нашей жизни такой момент, когда, ну, возможно, что-то нам и не нравится. Или мы бы сделать хотели по-своему. А с учетом колеса фортуны вам придется учитывать как раз людей, с которыми вы соприкасаетесь, сталкиваетесь. Или вам нужно договориться, безусловно. Двойка земли, мы все же договариваемся. Может быть, мои дорогие, тут еще и момент выбора будет. Но в сторону того, что актуально на этот момент, вам придется решать. И, в принципе, у вас как раз вот по колесу фортуны, вам сама фортуна может давать подсказки, меняя какие-то события в вашей жизни. И даже если они поначалу, ну, нас ставят в тупик, это не значит, что мы чего-то не осуществим. А тогда в других энергиях или как-то по-другому, может быть, вам придется решать какой-то вопрос. А в последующем вы можете сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. И такой разворот событий тоже может быть. Что же вам еще будет помогать? Давайте узнаем. Паж земли. Вот милый мальчик, который нам здесь указан, нам говорит решение благоприятное финансовых вопросов. По этой карте мы, знаете, как могли пройти какой-то сложный период. Или, может быть, сложно было с деньгами. Значение основное прописано в колоде твердое намерение процветать. То есть даже вот то, с чего я начала, если какая-то прежняя история или прежний период вас разочаровал именно из-за финансов, или какой-то вопрос стал на паузу, вы не смогли его решить, вот за ближайшие 2 недели как раз возможности будут. И сама фортуна вам помогает, но с учетом двойки земли. Возможно, коррекцию планов придется делать.
или, мои дорогие, вам придется учитывать обстановку вокруг. Давайте событийный ряд мы с вами посмотрим на картах пасьянса. Как они видят для вашего знака зодиака. Вот это колесо фортуны. Что это могут быть за события? Может быть, это как раз и в этом будет какая-то подсказка или какая сфера жизни? Давайте узнаем. Я смотрю значение выпавших карт, и вы тоже смотрите. Если я что-то пропустила, пишите, мы обсудим. Пока не увидела совпадений. Идем дальше. Если были какие-то сомнения, неуверенность, какая-то задержка того или иного дела, или какие-то вопросы были как в тумане, очертаний вижу, конкретики никакой. Может быть, как раз по этому поводу раньше были разочарования. Но в пасьянсе по луне, по месяцу точнее, важные известия и новые планы. Тут меняется действительно обстановка, причем, мои дорогие, так, как вы где-то не ожидали. Но даже если я повторюсь, то, что я говорила по картам Таро, на какой-то момент вы могли, растеряться даже. А здесь все равно судьба находит выход, это правда. Тут у вас что-то может очень удачно сложиться, главное не пропустить это. У вас выпадает кот. И кот – это флирт. Это радость, это приятное общение, возможно, какая-то компания, это и воодушевление. По коту это могут быть какие-то знакомства, не обязательно по личной жизни. Все же это больше легкости, легкость именно в общении. И хорошее настроение, безусловно. Прекрасно. Значит, какие-то возможности будут решить тот или иной вопрос, но сделать это как-то, может быть, не так, как вы планировали. Но вас это как и вдохновит, так и поддержит, воодушевит. Что-то у вас решится со знаком плюс. А кто-то, допустим, может, вот с учетом пажа мечей, твердое намерение, если мы говорим процветать, какой-то, может быть, рабочий вопрос у вас прежде не получалось решить, а здесь вы можете прийти к выводу, ну надо же, зато есть какой-то другой альтернативный вариант, и он более предпочтителен или выгоден. Или подобное что-то по деньгам тоже может быть, смотря чем вы занимаетесь. Не нашла я здесь совпадений, и мы идем дальше. Вот у вас, знаете, я бы сказала, мечи совпали, и может быть какая-то внутренняя тревога у вас, или, знаете, всегда мечи – это споры, неурядицы. И тут всегда совет идет, не увеличивай дистанцию конфликта, не настаивай где-то на своем. Как раз вот эта двойка пентаклей, мои дорогие, которая выпала у вас, о дипломатии мы с вами говорили, держать баланс придется, чтобы самому себе или самой себе наперед не обострить какую-то обстановку, может быть, и так. Может быть, с вами в каких-то вопросах не будут согласны. Поэтому
правильно, ну вот, пробалансировать как с людьми, так и в решении каких-то вопросов, ситуаций. Смотрю, что у вас еще совпало. Всегда, когда колесо фортуны, это нужно быть немножко настороже, потому что мы ж не знаем, что придет. И иногда, даже, кстати, по части знакомств, если вот вам выпал флирт, иногда бывают люди, которые нам, ну, на первое время нашего знакомства, даже пусть делового, они нас не вызывают какой-то эмпатии, вот правда. А на то и, наверное, колесо фортуны, что в последующем мы иногда становимся очень хорошими друзьями. Есть просто тип людей, которые вот что думает, то и говорит. И это не всегда лицеприятно слышать, и тем не менее это будет искренне. Мало ли какая ситуация может создаться. Поэтому вот по части ссор, конфликта или когда настаиваем на чем-то своем, это нам просто может помешать. Вот дипломатия, что нам помогает, мы спросили. И это действительно подтверждают даже карты пасьянса. Пока я с вами говорю, я внимательно смотрю, я не нашла больше совпадений. Правда, приятный достаточно период, когда вам нужно быть как и дипломатами, так и быть внимательному. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.